ребятам расскажу. Море воров представляет канал Мурмусов, в частности. Рубрика «Будни пирата». Орден душ, прокачка. Всем привет! Я появился на форпосте и думал, чем заняться в ближайшие часы. Мой взгляд упал на Орден Души, и, кстати, мне крупно повезло. В это время проходили дни золота и славы, а значит, я получил вдвое больше денег и репутации. Изначально нужно насладиться солнцем на этих островах, но меня закинуло в дикие земли с тучами, и я сразу отправился ставить эмиссарство Ордену Душ и собирать корабль. Конечно, я закупился у Корабелла ресурсами и купил в торговом союзе переноску, ядра, еду и доски. Но это на случай того, если вдруг драка, чтобы мне было что предложить обидчику или внуть с позором. Торговый союз, пока я разлутывал ресы, спрашивали меня про кольца на пальцах. Думаю, что у меня 10 жен. Но какие женщины, когда у меня злато закрыто на 500 уровней? Хватит серьезности. Пора отправляться на самый сложный квест в игре – Пепельные ветра. Ну а если у вас в игре более 10 часов, тогда не переживайте, справитесь. На капитанском столе выбираем задание и отправляемся под воду. Всплываем уже на Пепельном лорде. Никифор Возочкин. Мурма уже устал объяснять, как забирать Пепельного, и заверился мне, пока я попиваю прозрачный сок у себя в квартале, то есть на районе. Здравствуйте. Ну чё он, короче, приплыл на него и начал ломать его саблей и мушкетоном. Сабля нужна от скелетов, а мушкетон забил красненькую лягушку. Ну а что тут объяснять-то? 3 волны у него. У меня тоже бывает волны, ничего страшного. Ребята, мы тут все взрослые. Жалеть этого босса не надо. Выпал с него череп, да и хуем. Помимо прочего черепа всякое, и что самое главное, око душ. Оно хорошо бустит орден. Как меня стакан залпом пуцую прям. Ну а череп этот главный-то еще пригодится, да? Им будет он вышатывать следующие задания. Но о них сам, короче, расскажет. У меня дел много. Надо на спине посидеть, пойти, потом пельмени еще поесть. Дни сложные сейчас. Если еще нужен буду в роликах у него, ты напиши там в комментариях, я их читаю, бывает. Далее я поплыл по заданию на Повелителя Скелетов. Он не очень сложный и сокровища на нем хорошие. Это должно было бустануть меня отлично по эмиссарке и всему остальному. Остров с Повелителем не так далеко. Доплыл до него за 3 минуты. И вот там мне пригодился череп Пепельных ветров. Я им выжигал скелетов одним кликом. Когда появился босс, его тоже стал выжигать. И справился с ним быстро. После победы мне выпали различные диковины для Ордена Душ. И тут я понял, что именно эту торговую компанию не так-то и сложно прокачивать. Вот мы и познакомились с Пепельным и Повелителем. Но у нас не полная эмиссарка. Нужно брать еще задание, и взял я такое же, как и сейчас. Предлагаю посмотреть, как это было, и вернемся к обсуждению. Это где у нас будет? Пушечная бухта. Обратно на норд. На локации давно заброшенная стоянка на побережье. На! На! Столетчики. Давайте становимся мятежный рулевой. Еще призвал. Все. Вот и кораблик. Опа. Давайте доплывем до маленького острова, возможно там будет кэп. Нормально, да? Для ордена. Рубин тоже в коллекцию. Так, награда за победу над Повелителем Скелета. Поехали. Одинокая бухта. Это нам прямо. Ну и еще разок, я решил забрать Повелителя. Думаю, вы посмотрели и тоже ничего сложного не увидели. Так что вот таким способом можно прокачивать Орден Душ. Тут очень мало напряга, если сравнивать с торговым. Тут прям есть динамика. То боссы, то скелеты, и находятся острова не так далеко друг от друга. Так что это круто. Объяснять в 3-й раз, что это за задание, неразумно. Я просто забрал Повелителя и отправился дальше. Смотрите, сколько получилось на 5-ю ступень, ребят. Всякого всего. Мне кажется, орден прям хорошо сейчас вот таким способом попрокачивать. Так, а где? А, вон слева форпост, поехали. Посмотрим. Это за час набрал я.
У меня сейчас 263. Сдаем. Но это на X2 получается. Око душ. 2, 3, 4. 4,5 уровня. 232 тысячи. Вот за то, что за 9 заданий. Так, погрузиться под воду, все. Эмиссарку мы поставили. Туда-сюда будем проверять дьявольскую глотку. Вот и завершил я задание на обычные острова. Дальше я поплыл в дьявольскую глотку. Это там, где вулканы и постоянная тряска земли на островах. Выполнял несколько заданий, исходя из этого. Могу сказать, что призрачная флотилия очень муторная и тяжелая, а на выхлопе получаем очень мало лута. Но на ней можно закрыть черепа на достижения и получить паруса с единорогом, которые светятся в темноте. Остальные квесты такие же легкие, как делал до этого. Единственная проблема — это постоянные гейзеры и вулканы. Моя цель была набить 5-й уровень эмиссарства и сразу плыть на форпост. Но по пути мне попадались затопленные корабли и бутылки. Получилось так, что на корабле набрал много всего. Были черепа, королевские сундуки и прочее. Так что из-за этого может и стоит выполнять задания в глотке. 5-я эмиссарка набрана. Корабль трещит от сокровищ. Ко мне никто не приплывал, и надо было уже отправляться на форпост продавать. На борт зашла мохито, наш путь лежал на продажу лута. На! Как же здесь круто, да? Красивенько вот так вот. Ну, пускай так будет. Ух, нихера. С такого расстояния долетает. Так, ну давай, сейчас я поверну нормально. Давай эмиссарку снимем. Под орденом? Так, не, сейчас его снимаем. Ну давай поставим заново, пускай будет. Нормальные такие суммы падают. Очень хорошие. Так, у меня был 268. А сейчас... 10 уровней дало. Ой, я рыбу забыл сдать. А ты можешь какое-нибудь задание поставить? Я потом проголосую, просто чтобы мили катать. Так, 10 уровней, а золото получилось это за все, то, что я и первое, и сейчас 760, ну, короче, 770 тысяч. Все, я пойду Мне поем. даже 11 уровней дала. Давай. Нормально. Приятно.